Волки уже были уверены, что добыча никуда не денется. Они медленно смыкали круг вокруг старой дикой лошади и ее молодого жеребенка, все ближе подбираясь к измученным животным. Казалось, еще несколько минут, и исход станет очевидным. Но именно тогда над степью прокатился неожиданный грохот, заставивший хищников настороженно остановиться. Прежде чем мы продолжим эту историю, напишите в комментариях, из какого города вы нас смотрите. Нам всегда интересно узнавать, где живут наши зрители. А теперь вернемся к событиям. На просторах степного заказника Сараарка много лет жила дикая кобыла по имени Зара. Среди сотрудников заповедника ее знали давно. Она пережила несколько суровых зим, не одну засуху и множество опасных встреч с хищниками. Когда-то Зара считалась одной из самых быстрых лошадей в округе. Ее стремительный бег не раз спасал ее от волков и других угроз, но время шло. Годы постепенно оставляли свой след. Теперь движения лошади уже не были такими легкими, как прежде, а долгие переходы давались все тяжелее. Единственным существом, ради которого она продолжала бороться каждый день, был ее жеребенок по кличке Буря. Он появился на свет весной и еще только начинал знакомиться с огромным миром степей. Буря был любопытным и бесстрашным. Его интересовало буквально все. Он мог остановиться возле необычного камня, подолгу наблюдать за пролетающими птицами или внезапно сорваться с места, преследуя тень суслика. Зара постоянно следила за ним, не позволяя уходить слишком далеко. Она прекрасно знала, насколько опасной может быть жизнь в открытой степи. Каждый день превращался в урок выживания. Она учила жеребенка находить воду по запаху влажной земли, замечать приближение хищников раньше, чем они покажутся на горизонте, и правильно выбирать место для отдыха. Эти знания невозможно было получить иначе. Их можно было передать только через опыт. То лето выдалось особенно тяжелым. Дожди почти не приходили. Многие водоемы пересохли. Трава пожелтела и стала жесткой. Табуны все чаще покидали привычное место, отправляясь на поиски лучших пастбищ. Несколько недель назад их табун ушел далеко на запад. Зара попыталась последовать за ними, но Буря быстро выбился из сил. В результате мать и жеребенок остались одни. С каждым днем это становилось все опаснее. Волки заметили их не сразу. Стая под предводительством старого самца по кличке Дым уже несколько дней выслеживала сайгаков, но охота складывалась неудачно. Запасы сил таяли. Тогда один из молодых волков первым обратил внимание на одинокую кобылу с жеребенком. Хищники начали наблюдать. Они не спешили нападать. Волки умели ждать. День за днем они следовали на расстоянии, изучая привычки своей будущей добычи. Они видели, как тяжело двигается Зара после долгих переходов. Замечали, как быстро устает жеребенок. Постепенно стая понимала, что ее шанс становится все реальнее. Несколько раз лошадь чувствовала чужое присутствие. Она замечала мелькающие силуэты на вершинах холмов и слышала далекий вой по ночам. Каждый такой звук заставлял ее настораживаться еще сильнее. Но выбора не было. Нужно было продолжать путь и искать воду. Однажды днем жара стала почти невыносимой. Солнце раскалило землю настолько, что воздух над степью дрожал, словно прозрачное пламя. Буря еле переставлял ноги. Его дыхание стало тяжелым. Наконец жеребенок остановился и больше не смог сделать ни шага. Зара тоже чувствовала крайнее истощение. Именно этого момента и ждали волки. Сначала на вершине одного холма появился один силуэт. Затем второй. Потом третий. Через несколько минут стая начала приближаться. Хищники двигались уверенно и спокойно. Они уже чувствовали приближение победы. Зара мгновенно встала перед жеребенком. Ее уши прижались к голове. Мышцы напряглись. Несмотря на усталость, она приготовилась сражаться. Первый волк бросился вперед неожиданно быстро. Но кобыла встретила его мощным ударом задних копыт. Хищник отлетел в сторону и покатился по земле.
Остальные сразу поняли, что легкой добычи не будет. Однако отступать волки не собирались. Старый вожак внимательно наблюдал за каждым движением лошади. Он прекрасно понимал, что перед ним опытная мать, которая будет сражаться до последнего. Но он также видел ее усталость. В отличие от молодых хищников, он не спешил бросаться в атаку. Опыт подсказывал ему, что время работает на стаю. Волки начали двигаться по кругу. Они то приближались, то снова отходили, заставляя Зару постоянно поворачиваться и тратить последние силы. Буря стоял за спиной матери, дрожа всем телом. Он еще никогда не видел столько хищников одновременно. Каждый новый рык заставлял его нервно переступать ногами. Один из молодых волков решил рискнуть. Он внезапно рванул вперед сбоку, надеясь добраться до жеребенка. Зара мгновенно развернулась и встретила его ударом передних копыт. Волк успел увернуться, но все же получил болезненный удар по плечу и откатился назад. Несколько секунд стая сохраняла дистанцию. Затем атаки возобновились. Теперь волки действовали более осторожно. Они проверяли защиту с разных сторон, выискивая слабое место. Теперь Зара понимала, что долго продержаться не сможет. Она чувствовала боль в мышцах, тяжесть в ногах и страшную усталость. Но больше всего ее пугала мысль о том, что может случиться с сыном, если она упадет. В этот момент где-то вдали раздался низкий раскатистый звук. Он был настолько мощным, что даже земля будто слегка дрогнула. Волки насторожились. Некоторые подняли головы. Звук повторился снова. Теперь он был ближе. Через несколько секунд над вершиной дальнего холма появилась огромная темная фигура. Сначала никто не понял, кто это. Но когда незнакомец начал быстро приближаться, стало ясно, что это взрослый гаур. Его звали Гром. Он считался одним из самых крупных самцов во всем заповеднике. Обычно гаур держался отдельно от других животных и редко вмешивался в чужие конфликты. Но сегодня все произошло иначе. Гром направлялся к небольшому водоему, расположенному неподалеку. Услышав шум борьбы и почувствовав запах крови, он изменил направление. Теперь огромный зверь стремительно мчался прямо к месту схватки. Его тяжелые копыта поднимали облака пыли. Голова была опущена, а мощные рога угрожающе выставлены вперед. Волки поняли опасность слишком поздно. Гром буквально влетел в центр стаи. Один из молодых хищников едва успел отпрыгнуть в сторону. Другой покатился по земле после удара массивным плечом гаура. Остальные поспешно расступились. Все произошло настолько быстро, что строй стаи мгновенно развалился. Гром резко развернулся и издал громкое предупреждающее фырканье. Его огромная грудь тяжело вздымалась. Он был готов атаковать снова. Волки нерешительно остановились. Даже Дым понимал, что связываться с таким противником слишком рискованно. Несколько секунд обе стороны внимательно смотрели друг на друга. Затем вожак сделал шаг назад. Следом начали отступать остальные. Через минуту стая уже удалялась к дальним холмам. Никто из волков не хотел получить смертельный удар ради добычи, которая внезапно оказалась под защитой такого гиганта. Зара все еще не могла поверить в происходящее. Она стояла рядом с бурей и тяжело дышала. Гром некоторое время оставался на месте. Он внимательно следил за уходящей стаей, словно проверяя, не попытаются ли волки вернуться. Убедившись, что опасность миновала, гаур медленно поднял голову. Его взгляд на мгновение остановился на лошади и жеребенке. Затем он спокойно развернулся и направился дальше по своим делам, постепенно исчезая среди золотистой степной дымки. Зара долго смотрела ему вслед. Возможно, она никогда не узнает, почему этот огромный зверь вмешался в чужую беду. Но именно благодаря его появлению они с сыном все еще были живы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.